До недавних пор в Турции не было официального сезона распродаж. Скидки объявлялись хаотично, а если их не было, то практически всегда можно было сторговаться. В последние годы Турция придерживается европейского графика распродаж, и турецкие магазины объявляют сезон скидок дважды в год – с июля по сентябрь и с середины января по начало марта. С уличной же торговлей ситуация немного иная, особенно в курортных городах. Туда продавцы съезжаются весной и рассчитывают за лето продать весь свой товар. А к концу октября многие предлагают щедрые скидки на непроданные вещи, а ближе к началу зимы могут предлагать цены даже ниже закупочной, только чтобы не везти товар обратно. Опытные путешественники говорят, что для того, чтобы узнать страну лучше, необходимо сделать 3 вещи. Это проехаться на общественном транспорте, второе – это попробовать местную кухню, и третье – это заглянуть на местный базар. Так вот, сегодня я предлагаю вам выполнить крайний пункт и посетить анталийский субботний базар в районе Лара, возле торгового центра Лаура. Я очень люблю подобные места. Во-первых, здесь будет колоритно, дешево, вкусно, огромный выбор как продуктов, так и вещей, обуви, брендов и текстиля. А самое главное, здесь делают покупки местные. А в неродной стране, как вы знаете, всегда нужно ориентироваться на локальных жителей. Они уж точно знают, где что лучше. А тем более, если взять во внимание политическую обстановку, сезонность и тот факт, что в Турции становится все больше и больше русскоязычного населения, думаю, что данное место вам будет очень полезно. Ну что, как вы видите, мы уже начали нашу прогулку. В Анталии кочуют в течение недели из одного района города в другой. В каждом микрорайоне есть специально выделенное открытое или открытое место под Восточный базар. В каждом микрорайоне города всего 1 раз в неделю устанавливается базар. Расписание этих базаров я вам оставлю в описании под видео. На таких базарах можно купить абсолютно все, начиная от овощей, фруктов, орехов до стоков вещей и турецкой обуви. Bu nasıl? Daha mı alçak mı? Valla ne kadara göre yani. Вещевая часть рынка делится на 3 основных формата. Это копии именитых брендов, вторая – это фирменные вещи с погрешностью, и третья – это новые вещи неизвестных брендов. В отделах вещей с погрешностью можно увидеть много продукции Zara, Cotton, LC Waikiki, De Facto и иные. Они будут все скинуты в огромную гору, из которых вы уже выуживаете понравившуюся вам ту или иную вещь. Но эти вещи еще раз будут все с изъянами, либо с мелкими, которые практически не видно, либо же с довольно видными. Поэтому всегда хорошо осматривайте каждую вещь. Dolce Gabbana var bak. Bunların fiyatı sorar mısın? Ne kadar bunlar? Bunlar ne? Tişörtler ne kadar? Ne kadar? 50. 50. Vallahi. Kankalar pazara düşmüş. Цены в основном указаны все в лирах. Если ценник написан на картонке, то торговаться практически нет смысла. Цена и так уже минимальная и для всех одинакова, будь ты местный или иностранец. А вот если цена не указана, а говорят вам лично, значит обязательно торгуйтесь. Насколько нужно торговаться, уже зависит от конкретного случая и наглости продавца. Иногда вам могут скинуть всего 5-10 лир, а иногда цена может опуститься в 2-2,5 раза.
Если вы не сильны в торговле, то советую делать покупки в тех местах, где цена написана. А вот если вас забавляет сам процесс торгования, то ориентируйтесь на первую скидку, которую вам сделал продавец. Если она больше, чем 10-20 лир, то это значит, что цена накручена и можно еще торговаться дальше. Если же продавец вам с натяжкой скинул 5-10 лир, значит цена реальная, и особо в цене он дальше уже не подвинется. В видео я вам показываю первую цену, которую мне назвали продавцы, без скидок. Ha, gerçekten. Al sana Zara. Al sana mavi. Al sana mavi. Deneyecek misin? Bende. Bende. Şöyle soracağım. Derse ki kardeş ben sana para vermiyorum. O taraftan mı? Elime bak burada güzel. Sana. Belki çanta çok kocaman. Aynen öyle ya. Sorabilir miyiz? Pardon. Особенность вещевых отделов таких рынков в том, что ассортимент будет представлен всего в нескольких размерах. Иногда вещи вообще по одному размеру. Поэтому, если вы хотите застать большой выбор, советую приходить до обеда, а еще лучше с утра. А если же целью является покупка бюджетного товара, то лучше идти ближе к вечеру. Тогда продавцы часто делают дополнительную скидку, чтобы не везти товар обратно. Fiyatları yani ne gördün, ne kadar? Ha. Şöyle seti de var. Hepsi güzel ya bir de. Çok güzel ya. Hepsi çok böyle tarzı. Zaman varsa onları nerede deneyecek acaba? Seninle girmedik mi hiç oraya? Girmedik.
yani gittikçe fiyatları düşüyorlar. Alın alın. Diri diyoruz. Diri. Diri diyoruz. Diri. Diriciler. 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 Diyorum 800 lira. Ne? Sağ ol kardeş. En yaşlı bulurlar ya. Süleyman ne diyor biliyor musun? Bulutlardan yeme diyor. Öğlen yemeğini versin. Aynen onlar çok. Продукты на таких рынках будут всегда свежие и также отличаться в цене от магазинных в лучшую сторону. Так как такие рынки ставятся в районе всего один раз в неделю, то местные приходят с большими тележками и закупают провизию до следующего базара. Здесь можно абсолютно все попробовать перед покупкой, а также немного поторговаться. А перед закрытием вечером выставляют некондицию, которую могут забрать бесплатно. Geldi geldi geldi. 15 lira eriye. 15 lira eriye. Baba dedik 15 lira. Baba dedik 15 lira. Цены на рынке все указаны в лирах и за килограмм. Если цена указана за штуку, то будет написано «тане». Так как эти рынки все еще рассчитаны на местных, советую вам сюда идти с наличкой и с лирами, ибо с валюты вам будут давать сдачу лирами по невыгодному курсу. Я очень люблю также пробовать уличную еду на рынках, так как это все рассчитано на местных, и здесь также будет вкусно и недорого. Поэтому вам тоже обязательно рекомендую попробовать что-то на таком рынке. Her derde deva, her hasta var sağ. Aynen diyoruz. Teşekkürler. Bir alışverişimizi bitirelim. 3 tanesini Ama onlar işte farklı. şunun içine de geç. Aynen. К сожалению, вот так вот выглядит рыночная площадь после рабочего дня. Берегите, пожалуйста, природу и убирайте за собой. Но у меня на сегодня все. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Поддержите его, пожалуйста, лайком, комментарием. Переходите на канал, где много интересной и полезной информации о том, как живут наши за рубежом, и в частности в Турции. И до встречи в новой локации. Пока-пока!